Привет! В этом видео я покажу инструмент, который по достоинству оценит каждый кожевник. Это двоильная машинка. Сегодня мы разберемся, как ей пользоваться и посмотрим, на что она способна. Зачем она нужна? Если коротко и на одном примере, то чтобы делать не такие кошельки, а вот такие. А в целом, спектр применения машинки широкий. Я ее использую практически в каждой своей работе. Это отличный помощник в пошиве кошельков, ремней, обложек для документов и прочих изделий. В конце видео разберем одну из показанных работ более подробно. Конструкция устройства несложная, но надежная и практичная. В верхней части расположен зажим для двух видов канцелярских лезвий, длиной 100 и 126 мм. Основание сделано из 10-мм металла, внутренние части из пятерки. Крепление для вала массивное и устойчивое. Вес инструмента вы видите на экране. Перейдем к настройкам аппарата. Здесь у нас есть три параметра для регулировки. Первый – это угол атаки лезвия. Как видите, конструкция машинки он уже задан. Он выведен опытным путем, я в таком формате и работаю. Но если понадобится, его можно подстроить. Для этого отпускаем боковые болты, центральным поднимаем зажим, боковыми болтами выставляем нужный угол, в меру прижимаем. То же самое делаем и с противоположной стороны. Перед последующей настройкой нужно установить лезвие. Для этого отводим вал. Для безопасности закручиваем стопорный винт. Теперь ослабляем зажим, ровно вставляем лезвие, закручиваем болты и возвращаем вал в исходную позицию. Теперь мы можем настроить положение вала относительно режущей кромки. Ось вала может быть перед режущей кромкой, на одном уровне или за режущей кромкой. При сильном выносе кожа будет перерезаться. При недостаточном может двоиться плохо или не двоиться совсем. Нужно найти идеальное соотношение. По своей практике скажу, что лучше всего, если центр вала чуть-чуть вынесен перед режущей кромкой. Также я настраиваю вынос в зависимости от того, с какой кожей работаю. Для хромки можно вынести вал посильнее, а для плотной растишки наоборот, чуть спрятать за лезвием. Ну и третье, доступное для настройки, это зазор между валом и лезвием. От этого и зависит толщина кожи после двоения. Зазор выставляется с помощью двух пар барашков. Один полный оборот равен 1 мм. Вот так мы поднимаем вал, а вот так опускаем. В качестве ориентира используем нанесенные отметки. Разобрались с настройками, можно переходить к практике. Перед началом работы инструмент нужно закрепить. Для этого можно использовать отверстия в корпусе или, как в моем случае, струбцины. Для начала возьмем небольшой обрезок кожи, с которой планируем работать. В моем примере это бутера. Проводим через машинку и видим, что зазор сильно большой. Нужно поднять вал. Подняли, пробуем еще раз. Снимает. Проверяем размер зазора по краям лезвия кусочком кожи. И если видим какие-либо отклонения, подстраиваем одну из сторон барашками. Теперь возьмем кусок кожи пошире и постепенно будем делать ее тоньше. Барашками подстраиваем зазор. Я обычно поднимаю на четверть или половину оборота. И так до тех пор, пока не получится нужная толщина. Здесь у меня кожа шириной около 11 см, заводская толщина 1,6 мм. И снимая слой за слоем, на выходе получаем кожу толщиной в 0,5 мм. Ну а теперь для примера поработаем с хромкой. По опыту для такой кожи можно сделать больше вынос вала, так двоиться будет чуть легче. Ну и делаем абсолютно то же самое. Снимаем слой за слоем, получаем результат 0,3 мм в толщине. Хромка обычно двоится сложнее, лезвия тупятся быстрее, поэтому следите за их остротой. На этом моменте можно увидеть, насколько одинаково идет съем. Толщина с двух сторон практически идентичная. А сейчас будет пример работы с тупым лезвием. В качестве образца у нас та же кожа той же толщины. По ощущениям съем идет сложнее, усилий нужно больше. А на этом моменте видно, что после уменьшения зазора на полмиллиметра тупое лезвие не может врезаться в кожу. Оно просто скоблит бахтарму. Заменим лезвие на новое. Сделаем зазор чуть-чуть больше, чтобы не было резкого перепада. И попробуем еще раз.
Также можно снять большую толщину за один раз. Это будет полезно при пошиве ремней. К сожалению, ременной кожи у меня нет, я склеил обычную в несколько слоев, чтобы получить образец толщиной 4 мм. Ну и теперь можно срезать несколько миллиметров за раз. Результат увидите на видео. Можно сделать аккуратный переход. На этом основная часть обзора подходит к концу, переходим к полезным советам. И первый и один из самых важных – это работать с правильным выносом вала, чтобы не было вот так. Сейчас мы сделаем правильный вынос вала, попробуем раздвоить эту же кожу и посмотрим на результат. Второй совет – не работайте тупыми лезвиями. Сменные лезвия – это преимущество инструмента. Не надо тратить время на заточку, покупать точилки, камни. Затупили лезвие, поставили новое и продолжили работу. А насчет выбора лезвий можно брать практически любые, лишь бы по толщине они были хотя бы в 0,4 мм. Третий совет – не двоите вырезанные детали. Практически вся кожа тянется, так вы скорее всего получите брак. Принцип работы с машинкой такой. Мы вырезаем полосы кожи, двоим их и уже затем из них вырезаем нужные нам детали. Ну и последний, четвертый совет. Следите за тем, чтобы на вал не налипал мусор. Так лезвие может снять большую толщину или сделать дырку в коже. На видео я, конечно, преувеличил. Это просто, чтобы было более понятно, о чем речь. А теперь, как и обещал в начале, рассмотрим чуть подробнее этот бифолт из буттера. Заводская толщина кожи 1,6 мм. Я сделал внешнюю часть толщиной 1,2 мм, внутреннюю часть кармана и монетницу в толщине 0,9 мм. Боковые клинья для монетницы сделаны из кожи толщиной 0,5 мм. Ну и хлястик. Он сделан из двух слоев кожи, общая толщина которых 1,8 мм. На этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Контакты для заказа машинки указаны в описании под видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В последующих видео увидите машинку в работе над конкретными проектами. Всем пока!